мнений. Тема сегодняшнего эфира– это слово, то есть сами слова, которые вылетают у нас изо рта, как ими пользоваться, как говорить, и нужно ли вообще говорить, и вопрос попытки объяснения словами. То есть у нас слова как инструмент служат для того, чтобы как раз-таки через речь пытаться все объяснить. И, соответственно, найти в этом какую-то логику, убедить кого-то в чем-то, зачем все это надо и так далее и тому подобное. Вот я что хочу об этом всем сказать, что мы пользуемся словами, и идеально, конечно, понимать, какие слова и когда использовать. То есть чем четче подобрано слово, чем тем четче мы можем какую-то конкретную позицию описать, какую-то конкретную ситуацию оценить, рассказать о том, о чем мы хотим, и сделать это более, так скажем, объективно для слушателя и для себя самого. Вот. Но тут как раз-таки ловушка в этом и заключается, что чем больше мы используем слов в каких-то своих объяснениях, чем больше мы используем речевых оборотов в попытке что-то доказать, что-то утвердить, то тем больше мы утверждаемся в каком-то видении мира. То есть сами попытки что-то объяснить зачастую приводят к тому, что мы сужаем свой кругозор. То есть тут парадокс в том, что чем больше слов ты можешь знать, тем уже мир ты можешь видеть. Вот в эту ловушку я предлагаю никому не попадать. Поэтому, расширяя какой-то свой словарный запас, расширяя способность объяснять людям то, что вы знаете, то, что вы хотите получить, и уж тем более, что вы хотите кому-то доказать, вот, вы можете как раз-таки застрять в том видении мира, в котором вы находитесь. Поэтому слова, они должны использоваться конкретно. Вот чем больше слов, тем уже мир. Чем меньше слов, тем шире мир. Есть такой вот момент, за которым вы можете пронаблюдать, просто слушая. Вот слух одна из недооцененных у нас, так скажем, сенсорных структур, которая зачастую как бы на самое чуть ли последнее место встает, что даже есть, где-то я читал мнение, что если ты начинаешь терять слух, то есть меньше слышать начинаешь, что это самое благоприятное, что с тобой может произойти из всех, так скажем, твоих сенсорных элементов. То есть там вкус, запах, глаза, осязание, слух, зрение и так далее. Но, опять же, слушать и слышать рекомендовано, потому что когда вы пытаетесь словами что-то до кого-то донести, тут как бы два важных момента, которые повлияют на то, насколько вы качественно донесете информацию. В первую очередь, это как вы это захотите сделать, и во вторую очередь, это как услышит человек. То есть, чтобы сказать правду, нужно два человека. Тот, кто говорит правду, и тот, кто хочет услышать эту правду. И как раз-таки, когда эти два человека сонастроены, то правда услышится. Но зачастую, как раз-таки, когда ты хочешь одно нести словами, а другой со своим словарным запасом в своей голове это воспринимает таким образом, как он это хочет увидеть, то, соответственно, тут получается, что ты одно несешь, а второе получает слушатель. Поэтому очень важно знать, чтобы точки сборки, то есть видение мира того человека, которому ты это объясняешь, было шире. То есть, соответственно, чем уже воронка у человека, которому ты информацию даешь, тем меньше он этой информации получит. Вот опять же, в этой же, если олицетворять, то есть получение информации как воронка, то есть чем шире горловина у воронки, то есть чем больше информации он получит. То есть чем больше кругозора и видения мира у слушателя, тем больше слов ты сможешь ему дать, и тем более, так скажем, четче информацию он может получить. Но такое далеко не всегда происходит. Видение мира зачастую у многих оно четкое, то есть у каждого вот так мир представляет, он видит его, ему все понятно, ему все достаточно
как бы ясно, и не надо ему ничего объяснять, он и так все знает. Но как раз-таки люди, которые захотят расширить свой кругозор, многим как через слова это нужно донести. И если у человека горловина, то есть получение информации узкая, соответственно, ему туда много слов кидая, они половина не попадут. Это все равно, что в узкое горлышко пытаться с банки налить воды, и чтобы вся вода в это узкое горлышко бутылки из банки попала. Наоборот же, если ты из бутылки льешь в банку, где горлышко широкое, то все туда зальется, и вся информация попадет четко. Значит, выход какой из этой ситуации? Если вы хотите кому-то что-то объяснить словами, то есть делайте это с учетом той воронки, которая есть у твоего слушателя. То есть если у него горловина узкая, значит туда надо меньше слов положить, но более четких, то есть нужных, необходимых. То есть накидывайте только те слова, которые нужно туда положить. Соответственно, чтобы это сделать, нужно меньше говорить. То есть пытайтесь объяснить себе сначала все сами, чтобы вы это поняли, и только со своего, получается, уже обработанного варианта кидайте несколько слов для слушателя. То есть, потому что если вы не вложите нужную энергию своего слова этому человеку, соответственно, он может искаженно ее воспринять. И это, в принципе, вот как одна из таких подсказок, чтобы донести свою информацию в виде слова до слушателя, вам нужно ее сжимать. И сжимать не в плане 250 слов, просто быстро проговорить и сообщить ее моментально. Нет, вы из этих 250 слов должны оставить всего 3, максимум 10 слов, чтобы четко изъяснить свою позицию и ситуацию. И вообще миропознавание через слова, через речь, оно все теоретическое. То есть все, что я говорю даже сейчас вам, все, что вы слышите от других каких-то людей, от своих близких, знакомых и так далее, от мастеров, учителей, там, преподавателей, она, если идет из слов, то это все теория. То есть это все теоретические знания, которые по-любому нужно подтвердить на практике. И вам это в первую очередь необходимо сделать. Кто согласен, ставьте большие пальцы вверх и поехали дальше. Как раз таки теория, она всегда требует практического подтверждения. Вот есть такое одно из правил, как получать правильную информацию. В первую очередь это опыт предков. То есть опыт предков это как тебя ведут силы, которые были за тобой тысячи лет назад. То есть как твоя родовая структура вела тебя и направляла. То есть ты рождаешься с определенным запалом энергии, личной силы, там, родовой силы, вселенской силы, и те силы тебя направляют, ведут. Вот это и есть опыт предков, то есть он тебя невидимо направляет и подсказывает каким-то вещам, что тебе делать. Это вот можно назвать опыт предков. Либо также опыт предков можно из писаний подчеркивать, каких-то старых древних книг. Вот. Второе – это опыт опытного человека, то есть человека-специалиста. То есть ты, допустим, хочешь начать строить машины, ты пришел к этому благодаря опыту предков. То есть предки тебя, так скажем, туда привели и показывают тебе, что там тебе делать. Но теперь тебе нужно научиться этого опытного мастера и понять, что именно на раму нужно так ставить эту машину, именно так ее прикручивать, и ты идешь к специалисту, чтобы он тебе это показал, а не рассказал. И когда он тебе все это показал, дал книги и что-то рассказал, ты должен на своем опыте это все подтвердить. Его слова, силу опыта предков и свои навыки приложить. И это абсолютно в любом из видов деятельности. То есть информация четкая получается посредством практики, то есть действий. Через дух действий ты получаешь информацию о том, как тебе действовать и получать этот опыт. Потому что только через слова поступает теоретическая информация, и она никак не подтверждается, пока ты сам это на практике не переживешь, не сделаешь. Поэтому любые какие-то слова, любые какие-то изречения, выражения нужно на практике подтвердить и это пережить. И тогда вы получаете личный опыт, свои очки опыта в свою, так скажем, жизнь кладете, и этот опыт начинаете развивать и усиливать. Поэтому чем больше слов, тем больше теории. Чем больше теории, тем меньше практики. Чем меньше практики, тем меньше опыта.
Поэтому, если вы сталкиваетесь с огромным количеством слов, то, соответственно, здесь, скорее всего, очень много непрактичных вещей. Вот, допустим, если вы столкнетесь с какими-либо договорами, которые на 35 страниц, или вы столкнетесь, допустим, с законодательством, да, где талмуды вот такие огромные, там очень много слов. Вот чем больше слов, тем больше изъяна в этой информации. Она не практическая, значит, если больше слов, значит, меньше тут практики. То есть на опыте это не пережито, и, соответственно, меньше тут будет практической ценности в этом всем. Поэтому будьте аккуратны в тех структурах, где много слов. С людьми, которые очень много говорят. И потому что они, возможно, будут необработанную информацию вам нести. Соответственно, вы можете попасться на ловушку необработанной информации и не получать нужного опыта, не развиваться. Поэтому, чтобы усилить энергию слова, чтобы ее прям вот мастерски выдавать, необходимо уметь слушать и получать необходимую информацию, чтобы потом ее можно было практически применять. Поэтому мое предложение вам: говорите только те слова, которые будут побуждать к действию. И если ты говоришь такие слова, которые побуждают к действию, то ты из теории превращаешь вот эту вот информацию в практику. То есть, если ты настолько стал крут, что ты говоришь только лишь одно слово, и люди после этого действуют, то ты, значит, энергию слова максимально накопил. Поэтому находите такие слова в своей жизни, вспомните все такие слова, какие у вас есть, когда вы, допустим, говорили «прыгни», да, допустим, или «перестань курить», и люди переставали это делать после лишь одной вашей вот этой вот фразы либо слова, значит, вы достаточно мощно энергии в этом слове всем накопили. Кто вспомнил какие-то такие свои слова, можете в комментариях писать, в выражениях, если понравилось, большие пальцы. Ну и, в принципе, вот это о том, что я хотел вам сегодня рассказать, что нужно слова концентрировать. И концентрировать их не просто, что сжимать и укорачивать, а нужно их как раз-таки выдавать в нужной форме и четко, чтобы это звучало как призыв к действию. То есть слова должны побуждать действовать. Вот. Еще хотел сказать про аббревиатуры и про уменьшение длины слова, да. Вот, допустим, всякие различные аббревиатуры, типа, ну, даже вот ЗАГС, либо там КГБ, да, либо какие-то другие, колхоз, совхоз, вот эти все слова, они, тут палка о двух концах. Казалось бы, мы формируем уникальное слово, которое в себе содержит большой объем информации, да, то есть структуру мы как-то назвали в виде аббревиатуры. Но мы укорачиваем слова для того, чтобы было еще больше слов. Соответственно, аббревиатура – это короткое слово, в котором много слов. Соответственно, как мы уже говорили, чем больше слов, тем больше теории. Чем больше теории, тем меньше практики. Поэтому старайтесь минимизировать выражения, которые укорачивают слова. Это аббревиатуры и, допустим, банальные какие-то фразы типа «окей», или «норм», или вместо «здравствуйте» «здр» и так далее. То есть старайтесь донести в своем слове нужную информацию, не укорачивая ее. Лучше не скажите, а всем видом своим действием покажите, что вы хотите сказать и сообщить. Вот, поэтому рекомендую вам использовать, вот так скажем, информацию получать больше не словесную, а через действие. То есть вы смотрите на человека, как он действует, видите, какие результаты получают. Это лучшая информация практическая, которая может быть. Это раз. А во-вторых, телесная информация. То есть тело, когда человек что-то говорит, соответственно, он какие-то знаки подает на лице, руками, телом, туловищем. Это все есть информация к действию, которая помогает вам получить необходимую информацию. Человек, действуя, он показывает какую-то информацию вам, и вы ее воспринимаете. Тем самым четко разграничиваете, где да, а где нет, и, соответственно, лжеинформацию мимо пропускаете. То есть, когда вы получаете информацию не через слова, а через действия, вы расширяете немного видение этого мира, потому что в слове невозможно уместить все.
То есть я работаю даже вот с людьми, когда я вижу, что нужно сделать, то есть я вижу, как можно повлиять на энергию тела, как можно устранить данную зависшую эмоцию в теле, как можно изменить положение, допустим, там, толстого кишечника, либо позицию грудины, либо изменить положение позвоночника или таза. Я знаю, как это сделать, но я порой не могу объяснить это людям, почему у них так произошло и почему сейчас именно вот так организм сработал. То есть тут можно вот такой фразой ответить, что пути компенсации неисповедимы, то есть пути оптимизации работы организма, они всегда у каждого индивидуальны и своеобразны. И зачастую я работаю молча, ровно потому что я знаю, что сделать, но не всегда могу это объяснить. Если я начинаю объяснять, я понимаю, что я начинаю распыляться, то есть слишком много слов на это уходит. Просто люди привыкли получать информацию в виде большого количества слов. А я как раз-таки на приеме стараюсь это все ужать. Поэтому знаете, что словами не всегда все возможно объяснить. И старайтесь показывать это больше действиями. И чем больше действий вы сделаете, тем больше опыта жизненного получите, тем больше и емко вы все это сделаете. Кому полезна информация, по ссылке в описании будет все мои соцсети, какие там есть. Если на запись кому-то нужно, там и даже ссылки для записи есть. Если кто-то дикое непреодолимое желание испытывает как-то, так скажем, донатить мою информацию, пожалуйста, там даже на это ссылка есть. Так, посмотрим комментарии. Кто мне что пишет? Евгений, мудрый не по годам, скажите воронку суду. На своем опыте скажу очень много людей. Да, действительно. Соответственно, рекомендуйте этим людям перестать видеть мир таким, какой он есть. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. Эфир я сохраню под этим же названием. В принципе, там все будет дальше видно и понятно. Вот примерно то, о чем я хотел сегодня вам рассказать. Если что-то дальше будет полезного у меня для изречения, для подачи информации вам, то я обязательно это сообщу. Ставьте лайки, чтобы я у вас в ленте появлялся. На канале также много другой полезной информации про здоровье, по самокоррекцию, есть медитации. Поэтому пользуйтесь. Рад был сегодня делиться с вами этим всем.